Привет-привет! Меня зовут Надя, и я рада видеть вас на своем канале о вязании. И в этом видео мастер-классе я хочу связать шапочку крючком. У меня на канале уже есть видео мастер-класс о снуде. Это прошлогоднее видео, выглядит оно вот так. И ссылку на это видео вы найдете вот здесь по подсказке, либо внизу в инфобоксе. В этом же видео я хочу связать шапочку таким же узором из такой же пряжи, которая бы подходила к этому снуду. Для шапочки я беру пряжу. Так, это Alize Real 40. Ее метраж 100 грамм на 480 метров. Но вязать я буду в 2 нити, поэтому можно взять 100 грамм на 200-250 метров. И состав пряжи 60% акрил, 40% шерсть. Пряжа у меня длинного секционного крошения. В 2 нити я буду вязать из нее крючком номер 4. Для шапки я приготовила один моток, здесь 100 грамм, и я надеюсь, что одного 100-граммового мотка на мою шапочку, на мою задумку вполне хватит. Вязать я буду 2 нити из одного клубка. Одну нить я возьму с краю, а вторую нить возьму из центра. Приблизительно вот так. В идеале было бы еще хорошо, чтобы цвета у них тоже совпадали. Также мне потребуется еще для вязания 6 маркеров, для того, чтобы отмечать углы на моем узоре. Вот здесь справа на экране будет схема для того, чтобы вы могли лучше ориентироваться, на каком этапе вязания я сейчас нахожусь. Итак, начинаю делать магическую петлю для этого узора. Поворачиваю нить по часовой стрелке вокруг пальцев. Вставляю крючок в петлю, подхватываю рабочую нитку. Делаю петлю повыше. Смотрите, она примерно сантиметра 1,5, может быть 2. Накид. И дальше снова в магическую петлю вставляю крючок. Вывожу нитку. Получается на крючке сейчас у меня 3 петли. Все 3 петли я провязываю вместе рабочей ниткой. При этом пальцем я еще, указательным пальцем левой руки, я еще и придерживаю эту рабочую нитку. Для того, чтобы на следующем шаге вставить крючок за эту нить и сделать закрепку. Давайте подтянем магическую петлю. Итак, у меня готов первый лепесток в мою серединку, в магическую петлю. Всего должно быть 6 лепестков из серединки. Продолжаю делать дальше лепестки. Все следующие лепестки в этом ряду, кроме последнего, будут двойными. Итак, снова вытаскиваю повыше петлю, делаю накид и дальше вставляю крючок в закрепку. Вот сюда. Подхватываю рабочую нить. Получается 3 петли на крючке. Дальше снова накид. И дальше крючок вставляю опять в магическую петлю. Раз. Накид. 2. Итак, вот он, двойной лепесток. Он состоит из 3 петель для первого лепестка. Дальше накид, чтобы перейти от первого ко второму лепестку. И дальше 3 петли для второго лепестка. Все эти петли провязываю вместе. Точно так же не забываю про закрепку. Два лепестка в вершинку готово. Делаю 3-й лепесток. Снова повыше вытаскиваю, накид, закрепку, петля. Накид, магическую петлю. Раз, 2, 3. И вместе. Три лепестка в серединку готовы. 4-й. Накид, в закрепку, накид. Раз, 2, 3. Вместе. Делаю закрепку. И 5-й. Раз, 2, 3. Накид. Раз, 2, 3. Закрепка. Итак, теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепестков из центра выходит. И мне остается сделать последний, 6-й. Он будет тройным. Смотрите,
у него будет одна вершинка в эту точку, одна вершинка в эту точку и одна вершинка вот в эту точку. Вытаскиваю нить, накид. Раз. Накид для перехода в магическую петлю. Раз, два, три. Накид для перехода и вот сюда, в начало нашего вязания. Раз, два, три. И все вместе петли теперь провязываю и делаю закрепку. Вот таким получается начальный первый ряд этого узора. Из цветочка у меня выходит теперь 6 лепестков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вообще он представляет из себя как бы шестиугольник. Да? И вот если эти горизонтальные лепестки взять за грани, то это будет обыкновенный шестиугольник. Второй ряд. Каждый ряд будет начинаться с двойного лепестка. Итак, снова вытаскиваю немножко петлю, накид, закрепку, подхватываю нить, 3 петли на крючке. Второй лепесток я делаю вот в эту вершинку. Накид. Раз, два, три. Вместе. И закрепку. Дальше я смотрю, я нахожусь вот в этой точке, из нее у меня выходит 4 лепестка, а мне нужно, чтобы из каждой вершинки выходило 6 лепестков, то есть мне нужно сейчас в эту вершинку как-то сделать 2 лепестка. Итак, как я это делаю? Я делаю сначала двойной лепесток, а затем тройной лепесток. Ну и давайте посмотрим, как это выглядит. Накид, закрепку, накид, и в эту же точку делаю двойной лепесток, закрепку. И теперь смотрите, из этой точки я не ушла, я все еще стою в той же вершине, но теперь у меня из нее 5 лепестков. И вот когда я сделала 5 лепестков, когда у меня 5 лепестков из одной вершины, я могу перейти к следующей точке. А для того, чтобы перейти к следующей точке, к следующей вершинке, нужно сделать тройной лепесток. В этом фактически состоит основной принцип этого узора. Когда нам нужно добавить к вершине лепесток, мы делаем двойной. А когда нам нужно перейти от одной вершины к другой, мы делаем тройной. В принципе, это все, что нужно знать для того, чтобы связать этим узором шапку, сумочку или что-то еще. Итак, снова вытаскиваю петлю побольше, накид, закрепку, петля, накид. Теперь вот в эту вершинку. Раз, два, три, накид. И вот теперь я перехожу к следующей вершине. Раз, давайте еще раз. Раз, два, три. И все вместе нити провязываю и делаю закрепку. Итак, я перешла к следующей вершинке и опять считаю, сколько из нее лепестков. Раз, два, три, четыре. Из нее лишь 4 лепестка, значит делаю двойной. Вытаскиваю, накид, петля, накид, раз, два, три. И все петли провязываю вместе. Делаю закрепку. А вот теперь из этой вершины выходит 5 лепестков, и теперь можно сделать тройной. Раз. Второй. И третий. Снова делаю двойной сначала. И затем тройной. Снова двойной.
и затем тройной. Закрепка. Снова двойной. Закрепка. И теперь тройной. Ряд у нас почти закончен. Мне остается сделать лишь соединительный лепесток, который соединит начало и конец ряда. Смотрите, вот у меня последняя вершинка. Из нее 1, 2, 3, 4, 5. Из нее уже выходит 5 лепестков, то есть мне остается сделать тройной. Тройной лепесток я сюда делаю, ножка будет сюда, сюда и вот сюда. Вот эта вершина являлась у нас началом нашего ряда. И провязываю их вместе. Два ряда готовы. Теперь, я думаю, более четко видно, что узор представляет из себя шестиугольник. И я предлагаю воспользоваться маркером и повесить на каждый из углов по маркеру. Вот сюда маркер. Так, этот маркер будет отмечать у меня начало ряда. Итак, перехожу к третьему ряду. Я уже говорила, что каждый ряд начинается с двойного лепестка. Делаю петлю повыше, накид и в ту же точку 3 петли на крючке. Накид, перехожу к следующей вершинке. 1, 2, 3. И провязываю все это вместе. Закрепка. Давайте теперь на эту вершинку ее отметим маркером. Она у нас будет отмечать начало. Смотрю опять. Здесь у меня 5 лучиков из одной точки. Значит, я могу сделать тройной лепесток. И вот он, третий. И я оказываюсь у одного из углов, да, здесь у нас висит маркер, и считаю 1, 2, 3, 4. Здесь всего 4 петли, значит, лепесток должен быть двойной. Теперь из этой точки выходит 5 лепестков, и можно сделать тройной лепесток. Итак, я смотрю, сейчас я не в углу, у меня прямая часть, и у меня из этой точки выходит 5 лепестков, значит, я делаю тройной. А когда я подхожу к углу, опять вот я в той точке, где угол, здесь маркер, здесь сперва только 4 лепестка. Из этой точки, значит, нужно добавить 1, а это значит, нужно сделать двойной лепесток. А затем опять тройной лепесток.
все провязываю вместе. В этой точке у меня 5 лепестков, и значит делаю тройной лепесток. И вот в эту точку. Теперь я опять у угла, здесь только 4 лепестка, значит делаю сперва двойной. А затем тройной. Здесь у меня 5 лепестков из одной точки, значит я делаю тройной. Здесь смотрю 4, и я в углу. Значит, сначала двойной, а затем тройной. Дальше снова тройной лепесток. И дальше двойной. Остается мне провязать вот по прямой части. Помните, вот этот маркер зеленый отмечал у меня начало. Итак, теперь тройной. В эту точку. Снова тройной. И вот я подошла к началу своего ряда. У меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепестков вот из этой точки. И мне нужно, соответственно, сомкнуть. Значит, мне нужно сделать тройной лепесток. Одна вершинка будет сюда, вторая сюда, третья сюда. Он соединит начало и конец нашего ряда. Незаметно. Итак, 3 ряда готовы. Маркеры можно снять и переставить на углы в следующем ряду. 4-й ряд, и он тоже, как и все остальные ряды, начинается с двойного лепестка. Я думаю, здесь принцип уже понятен. Сначала вытаскиваю петлю побольше и делаю двойной лепесток. Повешу на него маркер, чтобы отмечать начало нашего ряда. Все остальные маркеры висят на углах. Итак, дальше я вяжу до угла, вот до этой точки, тройными лепестками.
Когда я дошла до угла, я обращаю на него внимание, из него выходит только 4 лепестка, значит нужно сделать двойной. Итак, теперь в этом углу 5 лепестков, и я снова могу вязать просто тройными лепестками вот до следующего угла. Опять я оказываюсь у угла, здесь только 4 лепестка из него, и делаю двойной лепесток. Считаю теперь 1, 2, 3, 4, 5, и значит могу вязать тройными лепестками до следующего угла. Опять смотрю, я дошла до угла. Из угла у меня 4 лепестка, значит делаю двойной. А дальше вяжу тройными лепестками до следующего угла. Итак, я дошла до угла желтым маркером и смотрю, здесь опять 4 лепестка из угла, делаю двойной. Теперь у меня 5 лепестков из этого угла, и я делаю дальше тройные лепестки до синего маркера.
Опять нахожусь у угла, делаю сначала двойной лепесток. А дальше вяжу опять тройными лепестками вот до этой точки. И мне остается лишь сделать опять тройной лепесток, который соединит начало нашего ряда. Оно отмечено у меня зеленым маркером. И конец ряда. Здесь будет тройной лепесток. Его кончики будут в эту вершинку и вот в эту вершинку. Четвертый ряд на этом готов. Можно переставить маркеры опять на углы для вязания в следующем ряду. Следующий ряд, пятый, и принцип всех остальных рядов будет точно таким же. Начинаем ряд с двойного лепестка. Вешаю на него маркер, обозначающий начало ряда. И вяжу тройными лепестками до первого маркера. У первого маркера я опять считаю 1, 2, 3, 4. Но здесь всегда будет сначала 4 лепестка. Значит, мне нужно сделать двойной. И дальше я вяжу тройные лепестки до второго маркера. И так я прохожусь по кругу вот до этой точки. Последний лепесток, он тройной, он будет соединять начало и конец ряда. И вот что получается. По такому принципу вяжутся все ряды в этом круге, в этом шестиугольнике. Да, начинаем двойной, затем тройные до угла. В углу делаем первый двойной, затем тройные до следующего угла. Опять в углу делаем первый двойной, тройные до следующего угла. Ну и так по кругу, пока не сомкнете с началом ряда. Смотрите, для контроля себя. Фигура, которая получается при таком вязании, она всегда будет шестиугольником. И если вы посмотрите на любую точку этого шестиугольника, что здесь, что здесь, что здесь, что вот центральная вершинка, любая из нее выходит всегда 6 лучиков, когда вы вяжете именно плоскость, вот эту. Если у вас выходит 6 лучиков из каждой точки, вот здесь из угла, вот из этого угла, то значит вы делаете все правильно. Если вы заметили, что какой-то цветочек у вас либо 7 лучиков, либо 5 лучиков, значит там ошибка. Нужно распустить до этой точки и будет найти ошибку и перевязать. Итак, связала я 5 рядов, и я решила, что мне этого диаметра хватит. 5-й ряд будет у меня последний, как бы в этой плоскости. Дальше я начну поднимать стеночки к своей шапке. Итак, от угла до угла у меня приблизительно
18 сантиметров, а от стороны до стороны приблизительно 17 сантиметров. Если мы возьмем среднее арифметическое между этими двумя значениями, это получается 17,5, и умножим это число на π, чтобы посчитать обхват, то приблизительно 55 сантиметров обхват этого шестиугольника. Но это примерно тот размер шапки, который я и вяжу. То есть дальше я прекращаю вязать с углами и перехожу на вязание в другой плоскости. Что это значит? Снимаю маркер, делаю первый лепесток, он как всегда двойной, раз, в вершинку, два, раз, два, три, закрепляем, повешу на него маркер вот сюда. И дальше вяжу по кругу, не обращая внимания на свои углы. Я вяжу тройные лепестки вот до этой точки, вот до сюда. То есть теперь я не делаю двойного лепестка в углу, я просто прохожусь по периметру тройными, и, соответственно, у меня полотно перейдет в другую плоскость. Оно начнет подниматься вверх и перестанет расширяться. Так, тройной, закрепку. Ну и так далее. По кругу встречаемся вот здесь. Итак, я дошла до конца ряда, и здесь в конце ряда делаю четверной, да? Помните, что мы, когда делали вот этот вот шестиугольник, мы делали в конце ряда тройной, теперь мы перестали делать шестиугольник, теперь мы делаем четверной в конце ряда. То есть опять вытаскиваю повыше петлю, накид, закрепку, накид, вот в эту вершинку, раз, два, три, накид, вот в эту вершинку, раз, два, три, и вот сюда, туда, где стоит маркер. Раз, два, три. Все петли провязываю вместе. И снова делаю закрепку. Все остальные ряды в высоту будут вязаться по такому же принципу. Начинать будем с двойного, потом тройные по кругу и заканчивать четверной. Четверной он как бы соединяет начало и конец ряда. В высоту я связала 10 рядов после того, как бросила делать шестиугольник. И этого мне достаточно. Ну и у меня почти закончился мой 100-граммовый моток пряжи. То есть вот 100-граммового мотка хватает на такую шапочку. Давайте ее измерим. В высоту получается шапка приблизительно 24-25 сантиметров. Она сидит на голове, ну, приблизительно как шапка бини. В конце я сделаю примерку. Я добавила еще 3 ряда для того, чтобы сделать шапку с отворотом. И у меня получилась такая шапка с отворотом, но при этом с очень глубокой посадкой. То есть она уже не с такой свисающей макушкой, как первоначальный вариант. Здесь, конечно, одного мотка вам не хватит. Если вы хотите связать шапку с отворотом, здесь нужно будет где-то примерно грамм 120, может быть 130. У меня просто были кое-какие остатки после вязания снуда, и я решила немножко поэкспериментировать. Давайте посмотрим, как шапка сидит на мне. Слева это этот вариант шапки без отворота. У нее немножко свисающая макушка. Такой вариант бини. Можно также ее загнуть немножко макушку. Справа вариант с отворотом. Более пышная шапка получилась, но и в то же время более теплая. По отзывам скажу, что она и так достаточно теплая, что с отворотом в ней будет очень жарко. И я, наверное, остановлюсь на первом варианте. Также мне очень интересно послушать ваше мнение, какой вариант нравится больше вам, с отворотом или без отворота. Пишите свое мнение в комментариях, я с удовольствием его почитаю. И если вам понравилась эта шапочка, то не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще вдруг не подписаны. Задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.